Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Василя. И сегодня свяжем простой шарф. Такой узор подходит как для мужских, так и для женских изделий. Шарф вяжется в ширину, то есть мы набираем вначале воздушные петли на необходимую длину шарфа, затем вяжем поворотными рядами на ширину, которая нам нужна. Мой шарф в длину 2 метра, а в ширину 20 сантиметров. Вязать шарф можно из любой пряжи. Я вязала из пряжи Пехорка народная. Цвет данной пряжи 520. Здесь в 100 граммах 220 метров, 30% шерсти, 70% акрил высокообъемный. На данный шарф у меня ушло чуть меньше 3 мотков. Осталось немного пряжи, но если вы хотите шарф пошире, можно довязать, получится еще где-то 22-23 сантиметра в ширину. Также шарф можно сделать покороче, это изначально необходимо набрать меньше воздушных петель. И также вы сами можете регулировать ширину шарфа. Также для вязания нам понадобится крючок номер 5 и маркеры. Для шарфа длиной 2 метра я набираю 300 воздушных петель. Делаем петлю, провязываем. Это у меня первая петля. Далее вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. И чтобы не запутаться и постоянно не пересчитывать петли, допустим, я набираю 100 петель, считаю их и ставлю маркер. Допустим, вы провязали 100 петелек, поставили маркер, дальше вяжете снова 100 петелек, либо можно по 50 петелек отмечать. И тогда нет необходимости постоянно пересчитывать. Итак, набираем 300 воздушных петель. Вот я провязала цепочку из воздушных петель. Смотрите, каждые 100 петель я отмечала маркером. В длину цепочка в нерастянутом виде получилось 210 сантиметров. Если хотите, вы можете не считать петельки, просто провязать воздушную цепочку на данную длину. Допустим, у вас может быть и пряжа другая, потолще, либо потоньше, и тогда количество петель на такую длину, конечно, будет у вас другое. Поэтому вы можете просто провязать на длину 210 сантиметров. Вяжем первый ряд. Провязываем всегда со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю вводим крючок и провязывать будем соединительные столбики с накидом. Есть два варианта, как их провязать, я сейчас покажу. Делаем накид, вводим во вторую петлю, вытянули петлю, и данную петлю мы должны протянуть через 2 петельки на крючке. Мы пальчиком подтягиваем слегка и провязываем. Далее снова накид, следующую подтянули, провязываем 2 петли на крючке. Вот таким образом вяжется первый вариант. Далее можно вязать чуть по-другому. Также делаем накид на крючок, вводим в следующую петлю. И здесь уже мы пальчиком не подтягиваем, а просто слегка крючок поворачиваем от себя и протягиваем через петли на крючке. Снова в следующую вытянули, повернули и провязали. Такой вариант мне нравится больше всего. Мне с ним вязать намного проще. Провяжите два варианта и посмотрите, как вам будет удобнее. Таким образом довязываем до конца. В конце в последнюю петлю провязываем полустолбик с накидом. Также делаем накид, вводим крючок, вытянули. И данную петельку не протягиваем через 2 петли на крючке, а захватываем снова нить и провязываем все 3 петли на крючке. Вот таким образом провязывается последний столбик в ряду. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю,
переворачиваем и также провязываем со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю делаем накид и все ряды провязываем за заднюю стенку полупетли. Провязываем соединительный столбик с накидом, снова накид за заднюю стеночку, довязываем ряд до конца. Осталось провязать 2 петли, делаем накид, за заднюю стеночку провязали и самую последнюю петлю провязываем за обе стеночки полупетли, чтобы у нас край был ровный. Делаем также накид за обе стеночки полупетли и все 3 петельки провязываем вместе. То есть в конце мы провязываем полустолбик с накидом. Далее снова воздушная петля, перевернули, вяжем со второй петли от крючка. В конце также провязываем за обе стеночки полупетли. Не забывайте провязывать данную петлю. Часто бывает, что ее теряют, и затем шарфик у вас будет сужаться. Вот смотрите, вот она петля, здесь еще есть такая перемычка. За обе стеночки накид и провязываем полустолбик с накидом в конце. Снова воздушная петля и далее ряды повторяются. Также провязываем со второй петли от крючка. Таким образом вяжется данный узор. Далее я покажу, как соединить нить с другого мотка. Я провязала полностью один моток, и сейчас я хочу показать, как присоединить нить со второго мотка. Вот у нас кончик нити. Полностью его вытягиваем. Здесь мы заводим крючок под вот эти петли, под первую, вторую. И также захватываем следующую заднюю стеночку петли. Берем нить, вытягиваем петлю через все петельки. Кончик нити укладываем, делаем накид, вводим в эту же петлю за заднюю стеночку и провязываем соединительный столбик с накидом. Далее снова накид под следующую петлю, ниточку укладываем, провязываем вместе. И все, вот таким образом провязываем далее. А эту нить мы спрячем, когда будем провязывать следующий ряд. Также здесь захватываете заднюю стеночку петли, ниточку укладываете вдоль вязания и провязываете вместе. Вот таким образом можно соединить нить со второго мотка. В конце ниточку обрезаем, протягиваем кончик нити через петлю, затянули и все, кончик нити прячем под петельки. Вот такой вот получился красивый мягкий шарфик. Края изделия у нас ровные, благодаря тому, что мы в конце провязывали, во-первых, за обе стеночки полупетли и провязывали полустолбик с накидом. Надеюсь, вам все было понятно. Пишите в комментариях свои предложения, либо вопросы. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.